Здравствуйте. Ранее на своем канале я уже делал обзоры на книги, посвященные столетнему юбилею, 150, 175-летним юбилеям экспедиции изготовления государственных бумаг или госзнака. И вот, наконец, сегодня очередь дошла до книги 2008 года. Это 190-летний юбилей госзнака. Из того, что я показывал, это самое объемное, самое серьезное такое издание. Самое хорошо иллюстрированное, но на самом деле, как мы сейчас уже из сегодняшнего дня понимаем, по большому счету эта книга является таким предвестником большого двухтомника, который был издан в 2018 году к 200-летнему юбилею госзнака. Даже вот здесь вот в своем предисловии авторы пишут: до 200-летия осталось всего 10 лет. Вот. Ну, повторюсь, книга шикарно изданная, богато иллюстрированная. Полистаю, несколько страниц покажу. Сразу скажу, что, к сожалению, в отличие от нескольких предыдущих книг, здесь нет никаких специальных листов или иллюстраций, выполненных специальными способами. То есть нет металлографских оттисков, нет листов с водяным знаком. Но эта книга, по крайней мере, так как она, когда ко мне попала в руки, когда я ее купил, она продавалась вот с такой, в комплекте вот с такой рекламной или тестовой банкнотой госзнака. Госзнак, печать истории. 190 лет. Вот даже здесь в конце есть такой кармашек для хранения. Конечно, я ее здесь не храню. Не самый безопасный способ. Но вот такая вот банкнота. Но к ней вернемся чуть позже. То есть, в принципе, вот повторюсь, эта банкнота с книгой, как бы она шла в комплекте. Хотя, насколько я знаю, эти банкноты распространялись и продавались и отдельно тоже. Вот. В целом книга издана как... здесь нет такого сплошного текста. Она издана как летопись. Если посмотрите, обратите внимание, прямо по годам. Там 1820, то-то, то-то произошло, 21, то-то, ну и так далее. И такие вот во всю страницу, сильно увеличенные, очень-очень красивые иллюстрации. Причем иллюстрации касаются не только, собственно, защищенной продукции, но и просто изданий госзнака или экспедиции изготовления бумаг. То есть, видите, 19 век, сочинение Александра Сергеевича Пушкина. Борис Семенович Якобик, кстати, мы по нему сегодня еще поговорим, вернемся к нему, потому что ему была посвящена вторая банкнота, выпущенная госзнаком в 2008 году. Она уже шла отдельно, не в рамках этой книги, но тем не менее на ней тоже остановимся. Проекты денежных знаков, да, не вышедших, не выпущенных в обращение. Конечно, сейчас в отношении проектов мы можем в первую очередь ссылаться, ориентироваться на книгу Андрея Богданова, деньги которых не было. Но в целом на тот момент, в 2008 году, это был, наверное, первым таким. Эта книга была первым изданием, которое очень богато, очень подробно показало большое количество проектов в цвете. Ну, там дальше будет видно. Вот такое вот издание. Здесь у нас земские марки. Даже не знаю, на чем остановиться. В целом у меня есть несколько моментов, которые я хотел сегодня осветить поподробнее. Вот, царская охота, известнейшие, да, вещи. Музей при экспедиции, который был в 19 веке, тоже очень интересная фотография. Как тогда музей выглядел. Есть несколько моментов, повторюсь, на которых я хотел бы остановиться. Это не все они связаны непосредственно с денежными знаками. Вот у нас деньги. Серия марок, выпущенных к 300-летию дома Романовых, 13 год. И, соответственно, они даже здесь почему-то не по порядку и не все приведены. Но неважно. Вот уже деньги марки. Кстати, интересно, такая известная история, что
Филателисты называют эту продукцию марки деньги, абонисты некоторые деньги марки. Ну, кто так, кто как, кто так, кто так. Но здесь, видите, госзнак официально сам называет это деньги марки. И вот, экспедиция печатает деньги марки образца 2015 года и так далее, и так далее. Вот, в принципе, на этом споре можно точку ставить. Здесь вот уже с надпечатками тоже, видите, ввели в обращение деньги марки. Обложка, титульный лист книги, которая была подготовлена, но по известным причинам в 2018 году не была издана. Была издана в качестве исторического очерка небольшого, посвященная столетию экспедиции. И мы знаем, я показывал эту книгу у себя тоже на канале. Она была издана в полном объеме только в наше время уже. Но, собственно, обложка очень сильно использует вот это изображение. Девятнадцатый год. Пятаковки. Первые совзнаки. Видите, неосуществленные эскизы совзнаков. Советские марки первые. Вот Иван Иванович Дубасов, в течение многих лет, который был главным художником госзнака и, собственно, является автором огромного количества проектов денежных знаков. В качестве иллюстрации покажу вот эти вот. Это первая марка, собственно, с которой он пришел на, простят меня филателисты, вот в таком виде покажу. Это первая марка, с которой он пришел, собственно, и начал работать на госзнаке. Он выиграл конкурс на марку, на дизайн марки, посвященный 5-летию революции, 22 год. Времена такие тяжелые, тяжелейшие. Очень интересно, это все подробно рассказано. Ну, это я посчитал возможным себе тоже положить такую марку, просто как такой элемент его работы. И вот вторая марка, которую тоже можно показать, когда он в кратчайшие сроки, в течение нескольких дней после смерти Владимира Ильича Ленина, создал серию траурных марок. Буквально там за несколько дней они уже были напечатаны. Вот здесь даже об этом сказано. Еще через год создал всемирно известную серию из 4 траурных марок на смерть Ленина, ставшую филателистической редкостью. Не знаю, почему она филателистическая редкость. Может быть, вся серия как-то редка, но вот, по крайней мере, одну марку я себе без проблем купил. Вот такие вот вещи, касающиеся творчества и профессиональной деятельности Ивана Ивановича Дубасова. Давайте дальше полистаем. Огромное количество таких шикарных изображений, видите, да? В проекты, соответственно, номиналы, да, не те, которые были в обращении. Все можно подробнейшим образом рассмотреть. Вот она, серия марок 24 года. Вот это вот, кстати, тоже на вот этом развороте хочу остановиться. Андрей Викторович Алямкин мне указал вот на вот этот номинал, как пример того, что фактически мы видим как выпущенный денежный знак, но не вышедший в обращение, и по которому нет никаких документов официальных, регламентирующих его выпуск. То есть вот знак есть, а документов и в обороте его не было. Ну, известно, что максимальный номинал там был 50 рублей в этой серии денежных знаков типа гербовой марки 22 года. А вот здесь вот приведено 100. Кстати, в книге 2018 года этого изображения уже нет. Интересный такой момент. Дальше я, наверное, хотел бы... Ну, долго это все невозможно, как вы понимаете, все так подробно расписывать. Вот эта известная история про 1938 год по 5 рублей. Банкнота тяжелой судьбы. Ну, на ней подробнейшим образом останавливался тоже в одном из своих роликов, когда разбирал, что же это все-таки за самолет. И я хотел перейти сразу в конец 60-х годов. Конец 60-х, начало 70-х.
вот примерно в 68 год, вот сюда. Почему? Потому что, помимо всего прочего, вот меня интересует вот такая продукция госзнака. Покажу быстро, смотрите. Пушкин, Лермонтов, Крылов, Некрасов, Грибоедов. Такие наборы иллюстраций выпускались госзнаком в конце 60-х, начале 70-х годов. Вот я нашел их себе 5 штук. Они перед вами. Покажу, что это. Ну, они примерно по концепции одинаковые. Вот, допустим, Александр Сергеевич Грибоедов. Видите, здесь иллюстрация к, ну, в частности, здесь «Горе от ума», понятно, и его портрет в виде водяного знака. И такой набор, собственно, вот иллюстраций. Там сколько? Здесь, например, 15 штук. Заканчивается, да, он сюда я больше не ездок, карету мне карету, да. Ну, понятно все. Классика литературы. И, ну, для примера, там, допустим, Некрасов. То же самое тоже. Не было бы ничего интересного, если бы это не была продукция госзнака и не было бы таких соответствующих шикарных водяных знаков на этих карточках. Вот. И о чем я хотел сказать. Что вот я собрал, причем достаточно, ну так, с некоторыми усилиями, не просто полные комплекты, 5 штук таких вот карточек, но не могу найти нигде официальной информации, даже вот в таких вот официальных книгах госзнака, о том, что эти карточки вообще издавались и сколько всего их было издано. Смотрите, 68 год, тоже 68 год, 69 и везде понятно, что здесь у нас бумага изготовлена на Ленинградской бумажной фабрике госзнака, напечатана на Московской печатной фабрике госзнака. Везде тираж 30 тысяч экземпляров. Где-то указано, где-то не указано, сколько иллюстраций в комплекте. Это у нас 73 год и вот 71 год. 71 Некрасов. Вот, то есть конец 60-х, начало 70-х. Продукция есть, а в книгах госзнака об этом не сказано ни слова. Вот такая вот странность. Ну, я не думаю, что это много кого интересует, просто поделился своей заинтересованностью тем, на что я обратил внимание. Ну, вот как раз конец 60-х, начало 70-х, смотрите, госзнак за 150 лет, это вторая книга юбилейная, которую я тоже показывал, соответственно, 68 год и такое второе издание. Госзнаковское юбилейное. А что касается 70-го года, кстати, тоже, если вернуться к этим карточкам, очень интересная была история. Была выпущена к юбилею Владимира Ильича Ленина в 70-м году, к столетнему юбилею, соответственно, тоже такой же набор примерно, ну, соответственно, с водяным знаком в виде Ленина, и, по-моему, он назывался «По ленинским местам». И там, соответственно, ты получаешь как бы вот текста, я не знаю, по-моему, там не было никакого. Был водяной знак с Лениным и какой-то или пейзаж, или какие-то здания, да, с ним связанные, с его жизнью. И на каком-то из форумов некоторое время назад даже всерьез обсуждалось, что это можно, что возможно это проекты каких-то денежных знаков 70-го года по случаю юбилея Ленина. Конечно, нет, это вот была тоже такая сувенирная продукция. Вот. По ней настолько мало информации, что в большинстве случаев люди не знают о том, что это вообще было, издавалось, выпускалось. 70-е годы уже ближе к нашему времени. Здесь у нас начинается Олимпиада. Марки, облигации, награды. Игорь Сергеевич Крылков, тоже главный художник госзнака. Ученик Дубасова, который рисовал современную, но которая сейчас постепенно отходит, серию, городскую серию денежных знаков российских. 95-й, соответственно, 97-й год потом, уже после деноминации. Вот книга, третья книга «Бумажные деньги России», которая издана была к 175-летней годовщине госзнака. Тоже я по ней показывал, собственно, с этой книги. Началось мое приобщение к
книгам и изданиям Госзнака по его истории. И дальше, наверное, надо все-таки поговорить про рекламные или тестовые банкноты. Вот, если считать эту книгу, ее так и надо рассматривать как официальный источник информации, то в ней, соответственно, можно подчеркнуть какую-то информацию о рекламных банкнотах, о которой, собственно, очень мало мы имеем официальных данных. Вот 2000 год, это у нас Тургенев, первая банкнота. Ну, там была еще Тигр Пермской печатной фабрики, но она не очень на банкноту похожа, и, собственно, ее здесь тоже она не упоминается. Потом 2002 год, целый набор здесь 3 показано, там еще была бумага защищенная. Они вместе распространялись в одной упаковке 3 банкноты и 1 бумага. 2002 год. Дальше у нас 2004. Ну, на самом деле, вот видите, здесь у нас Илья Репин, банкнота 2004 года, кусочек показан, а на самом деле неправильно, потому что она отнесена к 2003 году, а была выпущена в 2004. Почему-то такая ошибка здесь. 2004 и вот 2005 год, смотрите, целый разворот, посвященный рекламным банкнотам. Рекламные банкноты и разработки к ним. То есть вот эти вот первые 6, наверное, надо считать как разработки, остальное рекламные банкноты. Из вот этих 6 с Райкиным, вот эта печатная продукция, она в принципе доступна, этот листок. Причем, видите, здесь он без полей, а как бы продаются, люди продают и с полями, и без полей. Этот оттиск, эту печать. То есть можно... Я поначалу думал, что без полей это кто-то, сам продавец обрезал. Но видите, судя по изображению здесь, можно считать это, наоборот, более правильным выпуском. А с полями это, соответственно, может быть еще не обрезанное. Вот. Гагарин, Бетанкур, Чкалов, Акуджава и Шукшин — это такие проекты, которых я никогда не видел, ну, в рамках своего скромного опыта. Может быть, они существуют в природе, но никогда не видел ни вживую, ни в продаже. Кстати, может быть, в музее в Петербурге есть, не знаю, не обращал внимания. Вот, но остальное это все такие, можно сказать, регулярные выпуски рекламных банкнот, которые вот на тот момент были выпущены Госзнаком. 4-й год, 2000 года, здесь нет Тургенева почему-то потом. Ну, то есть здесь явно не все. 2002 года здесь нет, здесь видите, здесь 2003-2007, вот так вот. Хотя это 2004, 2005, соответственно. 60 лет Победы. Тоже 5-й. Нет, это тоже, боюсь сейчас соврать. Ну, неважно. В общем, 2003-2007 годы. И дальше у нас есть заметка о выпуске рекламной банкнотной бумаги Чехов и Менделеев. В одном буклете она была выпущена, и причем по Чехову потом дополнительно еще можно было найти на рынке несколько вариантов этой бумаги. 2005. И вот давайте перейдем наконец к 2008 году. Году выпуска этой книги и, соответственно, рекламным банкнотам, которые были выпущены в 2008 году. Вот они, вот этот разворот, вот эти банкноты. Причем, видите, здесь указано: печатной фабрики Госзнака выпустили рекламные банкноты, посвященные 190-летию Госзнака и 170-летию открытия Борисом Якоби гальванопластики. Ну, это немножко не так. Была еще 3-я банкнота. Сейчас на этом остановимся. Давайте поподробнее. И обратимся вот к этому каталогу. Что он нам об этом говорит? Там, понятно, не полная информация, но тем не менее то, что есть, то, что мы можем обращать внимание. Вот банкнота «Печать истории». Вот банкнота, посвященная Борису Семеновичу Якоби.
Вот она здесь, причем, видите, изображение увеличено в книге. И третья банкнота, которая была выпущена, но которая, видимо, она была выпущена позже, в 2008 году, это Фадей Фадеевич Беллинсгаузен. Вот эти банкноты. Я их сразу, оба варианта покажу. Так называемые с парусами и без парусов. Видите, в чем отличие? Ну, это не тяжелые позиции, очень легко. Ну, давайте обо всех трех этих банкнотах в двух словах скажем. А если говорить об вот этом каталоге, то печать истории у нас проходит под номером 231. Два варианта. Ну, собственно, вот они перед вами. Мой вариант это без номера. И есть вариант с номером этой банкноты. По банкноте выпущенной... Что-то я перескочил сразу. Давайте посмотрим ее. Так она выглядит. Вот судя по описанию, потому что я читал о ней, здесь акцент был сделан на том, чтобы банкноту напечатать только классическими способами печати. То есть металлографская печать, офсет и орловская печать. И не использовать никаких современных технологий, как то защитные нити, какие-нибудь там голограммы, вот таких вот вещей, видите. То есть печать истории, ну, собственно, этими словами все и подтверждается, да? А такая банкнота, вторая банкнота, которую мы видим здесь в этой книге, вот она перед вами, она посвящена юбилею Бориса Семеновича Якоби, изобретатель гальванопластики, вот здесь вот указано, да? Можно прочитать весь небольшой текст. Работая с газнаком более 30 лет, создал здесь первое в мире гальваноформное производство. Наверное, не с газнаком, он работал с экспедицией заготовления государственных бумаг все-таки, но тем не менее. Вот такая красивая, не знаю, получится или нет, защитную нить показать. Фигурная, и на просвет, и так. Вот оборот этой банкноты. Вот водяные знаки и защитные элементы. И как следует из описания, собственно, гознак на этой банкноте применил степени защиты и способы защиты более характерные для банкнот высоких номиналов, а на банкноте, посвященной Беллинсгаузену, как бы технологии для банкнот низких номиналов. По вот этой банкноте каталог нам дает 4 варианта ее, номер ее по каталогу 211, ГОС 211 и 4 варианта по разным литерам, по вариантам литер. По этой банкноте каталог тоже дает нам, вернее, всего дает 2 варианта, с парусами, без парусов, как я показал. Но на самом деле по ней тоже есть 4 варианта литеры. Почему-то вот эта информация, соответственно, в каталог не вошла. Вот. Ну, сложно, конечно, классифицировать и разобраться с полным набором, да, выпуском всех рекламных, тестовых, сувенирных банкнот госзнака. Так вот, с разных источников черпается информация. Такой у меня сегодня получился обзор книги, рекламных банкнот, какой-то еще печатной продукции. Спасибо большое за ваше внимание. Надеюсь, было интересно. И увидимся.